Замок Кюрнберг – один из последних крепостных замков Восточной Баварии. Он принадлежал изначально местному рыцарскому роду Кюрнеров. Впоследствии замок не только меняет владельцев, но и сильно укрепляется. Вот уже 700 лет он стоит на горе, показывая, где и кто тут хозяин. Дорога к нему идет через лес, на краю которого стоят характерные для этого региона традиционные памятники в память о умерших, так называемые доски смерти. Сейчас это просто мемориальные доски, в этом случае с именами местных народных музыкантов. А раньше это были доски, на которых клали умерших до захоронения. Как я уже рассказывал в другом видео, эти леса были заселены еще с каменного века. Потом тут жили кельты, а в V веке появились баварцы. Но на протяжении веков человек не сильно вмешивался в природу, и до сих пор тут остался нетронутый лесной ландшафт. Сейчас это место для прогулок и источник вдохновения. Тут весьма безопасно, если, конечно, не собьет дикий велосипедист. А в средние века этот лес был настоящим, темным и опасным гигантом, который жил своей жизнью. Помимо диких зверей, тут обитали еще преступники, грабители. Они, как и простой люд, дворян, мягко говоря, недолюбливали. Да и между дворянами постоянно возникали конфликты. Бункеры начали строить намного позже, так что крепостной замок, как убежище местной власти, был просто необходим. Его строили и потом расширяли, защищали, не жалея ни денег, ни времени. И к началу 16 века он стал практически неприступным. Мы почти уже на месте, идем к замку, посмотрим, как он был защищен. Перед замком еще до главных ворот была система рвов, но это только предварительная защитная линия. Первая линия с высокими стенами и батарейной башни были отделены еще одним глубоким, но уже плоским рвом. Через него были переброшены мосты к воротам замка. Но пройдя через эти ворота, мы еще далеко не во дворце. Он отделен еще одним плоским рвом, который с обеих сторон защищен высокими стенами. Это уже вторая защитная линия, так называемый внутренний форбург. По теории, если нападавшим удалось сюда дойти, они оказывались окруженными в этом так называемом цвингере и становились легкой мишенью для защитников крепости. Кстати, полукруглая форма артиллерийской башни выбрана тоже не случайно и обусловлена не экономией материала. Так легче обслуживать и снабжать огневую позицию, а в случае ее потери так проще нападать с тыла. Третья линия обороны представляла собой еще более высокую стену с полукруглыми башнями. Короче, все построено по одному принципу. Но чтобы подобраться к ним и подойти к самому дворцу, надо было пройти вторые ворота. И вот уже сам дворец, последний пункт защиты. Это самое первое и самое старое строение в замке. И на самом деле он весьма небольшой. Судя по отверстиям для балок, он был двухэтажным и имел всего 3 комнаты внизу и зал с большими окнами наверху. У замка не было Бергфрида, так что этот дворец попросту жилая и сторожевая башня одновременно. На самом деле именно тут понимаешь, насколько большими были меры защиты и насколько маленьким была сама жилая площадь. Конечно, как у каждого замка, у него был и подвал. Тут, кстати, ничего интересного. А позади дворца находился внутренний жилой двор. Сейчас мы в него попадем через Патерну. Это такие секретные запасные ворота у замков. Интересно, но тут они находились не во дворце, а рядом с маленькой часовней на 3-м уровне защиты. Эти ворота были хорошо укреплены и представляли собой шлюзовую систему защиты. Через них можно было покинуть или попасть в замок незамеченным, минуя главные ворота. Но тут легко навернуться, что я и попытался сделать. И вот остатки стен внутреннего жилого двора замка. Можно предположить, что тут был сад, и фройлины гуляли по ухоженным дорожкам, нюхая цветочки в ожидании своего рыцаря и его дорогих подарков. Но во время 30-летней войны шведы осадили и разрушили замок. Судя по разрушениям, они попали в дворец не через главные ворота, а подняли к замку через лес, сначала разрушив стены. Замок был сожжен и впоследствии просто заброшен. На этом и закончилась долгая история этого неприступного замка.
А мы с вами не прощаемся. До новых и интересных встреч.